На 4-м этаже многоквартирного дома раздавался пронзительный женский крик. Женщина, охваченная паникой, поставила на подоконник маленькую девочку лет 7-8. За их спинами валил густой черный дым, а пожарных все еще не было видно. Он когда-то служил в «Морских котиках» и побывал в таких переделках, о которых большинство людей даже не подозревало бы. Дослужился до капитана, в этом звании ушел на пенсию и начал устраивать свою гражданскую жизнь, как многие другие. Но было одно «но». О'Нил пристрастился к алкоголю. На пенсии он приобрел небольшую квартиру в Лос-Анджелесе, в обычном жилом районе. Дом был многолюдным, жильцы почти не общались друг с другом, ограничиваясь вежливым кивком в лифте. Он посещал психолога и встречи с бывшими сослуживцами. Ему не раз предлагали хорошие должности. Но это только раздражало его. Он считал, что заслужил право на безмятежный отдых и отдыхал по-своему. Посещал футбольные матчи, смотрел спортивные трансляции дома, не расставаясь с бутылкой виски. Его пенсии хватало, нужды ни в чем не было. О личной жизни он не задумывался. Раньше не получилось, а теперь? Теперь уже не хотелось. 50 лет, расшатанные нервы, не самое лучшее здоровье. Да и общаться с обычными людьми он разучился. Почти все его попытки завести отношения через интернет быстро заканчивались. Вторых встреч не происходило. О'Нил понимал, что проблема в нем самом. Но когда у тебя есть квартира, пенсия, телевизор и полный бар, все остальное кажется мелочами. Для общения он завел кота и собаку. Кота он называл Кэп и всегда отдавал ему честь. Пса Звауи звал Рузвельтом. И, надо сказать, между ними действительно было сходство. Ночи он коротал, борясь с кошмарами. А дни заполнял прогулками с питомцами, тренировками на тренажерах и долгими часами в парке. В обед смотрел спорт по телевизору, пил и засыпал. Психолог уже давно советовал ему обратиться к специалисту по алкоголизму. И О'Нил не спорил, просто каждый раз откладывал. Завтра, на следующей неделе. Его единственными собеседниками стали Кэп и Рузвельт. Им это было достаточно. И его это тоже устраивало. Казалось, что так будет всегда. Но однажды все изменилось. Из-за травмы плеча, полученной еще в службе, его левое плечо постоянно беспокоило его. Оно болело на смену погоды, иногда выбивалось вновь, стоило лишь неосторожно поднять что-то тяжелое. Его квартира находилась на 4-м этаже, а под окнами кустарник и лавочки. В тот день его привычный порядок был нарушен, настроение было хуже некуда, и с утра он налил себе солидную порцию виски. Кот и пес смотрели на него с осуждением, а О'Нил оправдывался перед ними. «Только для настроения, ребята! Скоро все брошу, клянусь!» По их глазам было видно. Не верят. Он продолжал что-то доказывать, когда внезапно через открытые двери балкона донесся резкий запах дыма, а за ним крики. «Что за чертовщина?» – удивился он и вышел на балкон. Через несколько окон слева из квартиры вырывались клубы дыма. Женщина, высунувшись из окна, кричала в ужасе. Рядом с ней маячила головка ребенка. Внизу уже собирались люди, вдали выли сирены, но успеют ли пожарные? Будучи навеселе, О'Нил не заметил, как опасно навис над перилами, наклонился вперед. Стакан с остатками виски выпал из его руки. И он сам, потеряв равновесие, вылетел за перила. Он пролетел через ветви дерева и приземлился на скамейку с такой силой, что на мгновение потерял сознание. Но боль в выбитом плече быстро привела его в чувство. Будь он трезв, скорее всего, разбился бы. Но опьянение сделало его тело расслабленным и спасло. Собравшись, он, придерживая левую руку правой, рванул к толпе под горящим окном. Женщина на 4-м этаже кричала не переставая. Она поставила девочку на подоконник
а из квартиры валил черный дым. Толпа внизу металась в поисках хоть какого-то способа смягчить падение. А Нил не стал раздумывать. Его учили. Увидел проблему. Действуй, и он действовал. Он резко рванулся вперед и ударился левым плечом о дерево. Щелкнул сустав, плечо встало на место, а сам он, охнув от боли, рухнул на землю. Эта же боль и не дала ему потерять сознание. Вскочив, он буквально растолкал толпу, словно кегли, и оказался прямо под горящим окном. Потом поднял руки вверх и громко крикнул: «Всем молчать!» Толпа замерла. Наступила тишина. «Бросайте ее!» – заорал он женщине наверху. «Я поймаю!» Женщина, охваченная ужасом, посмотрела вниз, закричала, но все-таки подняла девочку, аккуратно перекинула ее через подоконник и отпустила. Удар пришелся ему прямо в грудь. Руки немного смягчили падение, но все равно было больно. Очнулся он уже в больничной палате. Возле его кровати стояли полицейский, медсестра и какой-то солидный мужчина в дорогом костюме. «Вы были в состоянии алкогольного опьянения», — укоризненно заметила медсестра. «Нам с трудом удалось вас спасти. Вы в курсе, что обезболивающее не действует при алкоголе?» «А вы понимаете?» — вмешался мужчина в костюме. «Этот человек спас ребенка. Сейчас не время читать ему морали». «Поняла, господин мэр», — быстро ответила медсестра и отступила в сторону. «Вы житель квартиры номер 48?» — спросил полицейский, поднимая бровь. «Да», — подтвердил О'Нил с тяжелым вздохом. И тут он ощутил, как болят сломанные ребра и гипс на левой руке. «Вы выпрыгнули, чтобы спасти? Вы сами потребовали выбросить ребенка?» — продолжал допрашивать полицейский. «А если бы не поймали? Вы осознаете, что могли стать причиной ее смерти?» «Офицер». Голос мэра был холодным, как лед. «Вам не кажется, что допрос героя после операции – это чересчур? Но мне нужно составить протокол», – попытался возразить тот. «Покиньте палату», – приказал мэр. «Я сам поговорю с вашим начальником. Как номер вашего жетона?» Записав номер в телефон, мэр махнул полицейскому на дверь. Тот, недовольно бурча, ушел. Мэр собрался что-то сказать, но в это время в палату ворвалась женщина в больничной пижаме, мать спасенной девочки. За ней бросились медсестры, пытаясь остановить, но она все же добежала до О'Нила и обняла его. «Спасибо вам за спасение моей дочери», – всхлипнула она, прежде чем ее мягко увели обратно. Мэр, наблюдая за сценой, кивнул врачу и своему помощнику. «Когда журналисты смогут взять у него интервью?» «Завтра», – недовольно буркнул врач. «Вы сейчас без работы?» – повернулся мэр к О'Нилу. «Пока да», – неуверенно начал тот. «Отлично. Тогда присоединяйтесь к моей команде. Нам нужен человек с опытом и крепким характером. Отдыхайте, а когда выпишетесь, мы за вами заедем». Голова у О'Нила кружилась, и не только от лекарств. Но он вспомнил про Кэпа и Рузвельта, оставшихся в его запертой квартире. «У меня дома кот и собака». «Кэп и Рузвельт?» – рассмеялся мэр. «Все устроим. Что было дальше, расскажу коротко». Когда Нил поправился, мать девочки пригласила его в гости. Квартира уже была отремонтирована. Маленькая Грейс, та самая спасенная девочка, залезла ему на колени и обняла за шею своими тоненькими руками. По дому бегали Кэп и Рузвельт, которых на время взяла к себе женщина. Теперь Нил приходил к ним каждый день. Грейс с радостью делала с ним уроки. Она рассказывала ему о задачках, а он, не особенно в них разбираясь, просто слушал и поддерживал. В мэрии он занял пост, связанный с надзором за экстренными службами. Работы было много, но он всегда находил время заехать к Грейс и ее маме. Тем более, что скоро им предстояло сообщить малышке радостную новость. Дядя Нил переезжает жить к ним.
К тому времени он уже полностью отказался от алкоголя. Просто потому, что теперь у него было для чего и ради кого жить. Кэп и Рузвельт обитали на 2 дома. Кормили их и там, и здесь. Теперь О'Нил был счастлив. Ночами его больше не мучили кошмары. Он даже задумался пригласить своих бывших сослуживцев на свадьбу. Жизнь наладилась. Иногда судьба меняется в одно мгновение. Главное — не пройти мимо. Как думаете, разве не так?